Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Как вы знаете, мы занимаемся ремонтами автомобилей марки Great Wall. Сегодня у нас пойдет речь о таком автомобиле. Рассказываю ситуацию. У хозяина порвало, точнее у автомобиля хозяина порвало ремень ГРМ. Ему его в Москве где-то ремонтируют, но новый ремень не проезжает и там что-то даже, по-моему, 50 километров, и его снова рвет. Ну а дальше смотрите в ролике. Итак, ну что ж, вот он наш пациент. Значит, проблема следующая. Человеку оборвало ремень, отремонтировался, что-то немного проехал и затем рванул ремень еще раз. Значит, проблема такова. Я чуть попозже покажу сам ремень, точнее говоря, то, что от него осталось. Вот. И дальше будет уже более вам наглядно, что здесь происходило. Произошло здесь на самом деле все очень печально. Забегая наперед, скажу, что здесь будет капиталка. Вот. А почему, я сейчас покажу. Собственно, вот что осталось от старого ремня, который даже толком ничего и не прошел. По маркировкам, ну, якобы оригинальный номер. Точнее говоря, номер-то оригинальный, только ремень нифига не оригинальный. Какой-то кусок говна. Сразу вам говорю, не стоит брать, заказывать по оригинальному номеру ремень. Потому что оригинальный ремень вы у нас не найдете. Вот ни при каких раскладах. То, что ставится как аналог, он же, скажем так, оригинал, это Continental CT1159. Есть также ремни от фирмы Gates. Но лучше всего, говорю, менять вот такие вещи, говорю, комплектами. Комплект идет, есть хорошо зарекомендовавшие себя, это Continental и Gates. Мы ставим и те, есть у нас в наличии и те. Ходят абсолютно одинаково оба комплекта. Мне больше нравится Gates, сразу скажу, чисто тактильно. Я говорю, хотя ходят оба комплекта абсолютно одинаково. Теперь осматриваем, значит, поршневую, да? Что мы здесь видим? Первый цилиндр, форкамера повреждена. Удар был очень сильный. Со временем вот это может отвалиться. Здесь уже, как вы можете видеть, куска нету. Просто его отломило. То есть однозначно поршня идут под замену. Потому что балансировка уже нарушена у вас. Сейчас я проверну. Здесь все еще печальнее, как вы можете видеть на третьем цилиндре. Здесь уже тоже куска нету. Здесь вероятность того, что это треснет, тоже очень велика. Здесь у нас абсолютно такая же картина. Да и перекладка-то здесь. Ну и, честно говоря, от Хона здесь одно название. Сейчас я попробую вам навести на это. От Хона здесь уже одно название, поэтому ничего здесь делать мы не будем, кроме как гильзовать. Естественно, с заменой поршней. Дальше разберем сейчас, и будет более-менее понятно и доступно, что у нас и как. А сейчас мы перегоним машину в другой бокс и будем извлекать мотор. Собственно, вот в таком виде приехали у нас тут запчасти от мотора. Перво-наперво, значит, постель. Тут уже что-то варили, но я не знаю, это вот как вообще. Голову разберем, посмотрим по направляшкам, по всему остальному, но я боюсь, что башка уйдет под замену. Потом тут у него какие-то уже, как он сказал, говорит, есть даже запчасти. Надо будет это все посмотреть. Вообще, как бы мы не сторонники того, чтобы брать чужие запчасти, по причине того, что не факт, что они будут надлежащего качества. И отвечать за это, сами понимаете, никто не будет. Снимаем сейчас защиту. Тут нам кто-то подарил инструмент. Крепеж. Я, в принципе, догадываюсь, откуда это с этой машины. Теперь, значит, по низу осмотр. Сейчас мы
попробуем понять. Так, начинаем осмотр. У нас здесь герметик вот синий, значит, в мотор у нас еще никто не лазил. Это не может не радовать. Здесь какие-то подтеки, но это с фильтра, понятно, меняют. Здесь вот с этой стороны какие-то подтеки. Пока непонятно, откуда это. Ну да ладно. Наша задача сейчас слить с него масло, если оно таковое там есть. И заодно, значит, будем уже тогда отсоединять гидроусилитель, кондиционер. Генератор просто отсоединить. Ну и выдернуть все это. Так, поддон мы сняли. Значит, на поддоне какая-то чма. Не знаю, что это такое. Больше меня напрягает на самом деле вот здесь вот. Всякая фольга. Потому что это прям фольга. Я так боюсь, что после пары ударов там вкладыши уже посыпались. Ладно, сейчас разберем, дальше будет видно. Собственно, берем, значит, смотрим, да, нагруженные вкладыши шатунные. Здесь они, конечно, особенно второй цилиндр пострадал сильнее всех. Вот. Но вот не нагруженные коленвальные, то есть коренные шатуны, здесь в вполне себе достойном состоянии. Ну, собственно, шатунные вкладыши здесь сильно уже уставшие. Сейчас разберем дальше, будет понятно. Но я так думаю, что там не веселее нифига. Постель коленвала сняли. Вкладышем, особенно вот здесь, между первым и вторым. Ну, здесь прям вообще все печально, блин. Изуродовало их знатно. Так, по коленвалу, значит, у нас следующее. В целом, здесь все вполне себе достойно. Даже если мы возьмем вот эту шею, это все уйдет полировочкой. Поэтому коленвал, скорее всего, останется в живых. Ну, сняли мы, в общем, масляный насос. Насос однозначно идет в утиль. Его уже крошить начало. Здесь тоже все печально. Ну, насос под замену. Итак, ну что ж, экспресс-анализ. Берем 0,5. У нас заходит нормально. Я думаю, что 0,55 здесь уже вряд ли влезет. А вот 0,5 сюда очень даже ничего проваливается. Но один фиг много, потому что зазор максимальный 0,4. Ну что ж, блок нам уже сделали. Коленвал отполировали. Потом переверну, покажу плоскость. Этот коленвал мы уже притянули. В общем-то, ничего, никаких проблем нет. Крутится прям вот, видите, пальчиком одним. Изумительно. Так, по поршням отторцевались. На беспорядок не смотрим. Время 10 час, уже даже половина 10. Надо сейчас собрать поддоны и прочее и идти отдыхать. Завтра дальше продолжать. Итак, приступаем к сборке головки. Головка у нас будет новая, по причине того, что на старой уже точиться просто тупо некуда. Поэтому ГБЦ у нас будет стоять новая. Также будут новые пружины, новые клапана, новые гидрокомпенсаторы, коромысла. В общем, все новое пойдет сюда. Ну что ж, мотор у нас почти подготовлен. Здесь уже все установлено. Сейчас мы будем снимать его со стапеля. И дальше уже надо прикрутить нам маховик, залить в него масло и покрутить маслонасосом, чтобы по системе все это растеклось. Ну что ж, мотор установлен, жидкости залиты. Сейчас прокачаем по топливу и будем запускаться. Ну что ж, запустились. Мотор прям шепчет. Мне очень нравится звук, прям очень классный. Вообще великолепно. Ну, собственно, вот они, первые метры на свежеперебранном моторе. Автомобиль ведет себя очень адекватно. Мотор работает тихо, приятно. Естественно, быстро я сейчас ехать не могу. Как бы разогнать его до максимума, потому что мотор сейчас крутить нельзя. Но так, в целом, я говорю, едет машина очень достойно. Единственное, что, конечно, зимняя резина очень сильно мешает слушать мотор.
Я думаю, вы ее тоже слышите. Ну, это не критично. Вот. А в целом, я говорю, вот автомобиль едет прям приятненько, хорошо. Мотор работает очень прям вот мягко, приятно. Его, я думаю, в принципе, вам сейчас слышно. Вот, специально окна закрыл. По температуре все отслеживается, по всем параметрам еду, отслеживаю. Здесь никаких проблем я не наблюдаю. Ну и подытожим. Итак, автомобиль нами отремонтирован. Работает автомобиль прекрасно сейчас, ощущает себя прекрасно. Значит, что я хочу сказать. Не надо ставить такие ремни. Не надо искать ремень по оригинальному партномеру. Я говорю, в России вы их не найдете. Я их сколько искал. Поверьте моему опыту. Мы заказывали с Китая оригинальные ремни. Они приходили, людям все ставили, все ездят, все радостные и довольные. Мы заказывали комплекты ГРМ, которые уже неоднократно проверены в нашем сервисе. Это вот комплекты от Continental, комплекты от Gates. Есть еще комплекты Daico, но они поставляются только на рынок Австралии и Новой Зеландии. Есть еще комплекты Inna, тоже поставляются только туда. Можно их, конечно, найти и в Китае, но ценник на них какой-то неадекватный, если честно. Но да не суть. Почему было принято решение о ремонте двигателя? Объясню. Цилиндры уже лысые, это раз. Во-вторых, замена поршней это однозначно после таких ударов форкамера уже имеет неправильную форму, значит двигатель будет работать неправильно, будет неправильная детонация и работать двигатель будет неправильно. В-третьих, уже нарушена балансировка весовая, что существенно влияет на работу двигателя. Поверьте, я не показывал это в видео никогда, наверное, надо будет показать. Мы занимаемся, когда вот мы собираем моторы, поршневая группа вся взвешивается, провешивается по граммам, потому что, сами понимаете, даже заводское изготовление имеет все равно небольшой разброс по весу. Так вот, чтобы нам этот вес выдержать, иногда приходится подбирать, калибровать, точнее, их по весу, чтобы не была нарушена балансировка. И здесь ситуация в том, опять же, что, я говорю, вот я бы понял, если бы машина приехала там своим ходом, да, с какими-то проблемами, мы не знали, как работает двигатель. Все вот это от предыдущих ремонтников, все запчасти сваленные в одну кучу, все запчасти, все болты, весь крепеж, все просто вот так вот покидали. Но это неправильно, я считаю. То есть мы в своей работе всегда у нас, то есть каждый элемент, то есть вот кожух ГРМ у нас лежит отдельно баночка, где лежат винтики. Там это лежит так. А когда это все вот так вот в кучу свалено, удовольствие ниже среднего такие вещи собирать. Мы, конечно, уже знаем, какой крепеж куда идет, но все равно. Какого-то крепежа все равно бывает не хватает. Благо у нас этого крепежа с запасом вот так вот. Еще сколько выкинуто. Точнее говоря, в металлолом сдано. Ну да ладно. В общем, автомобиль отремонтирован. Двигатель работает просто прекрасно. По ремонту здесь получилось что-то порядка 380 тысяч, если мне память не изменяет. Да, вы скажете, ой, да не, да я вот, это вот новый мотор, там, тра-та-та-та-та. Вы понимаете, к новому мотору надо добирать это. И плюс сейчас курс доллара еще очень сильно вскочил, что также, естественно, существенно влияет на стоимость самого двигателя и на стоимость доставки. Я как бы не берусь кому-то что-то советовать, там, да, давайте купим вот новый двигатель, давайте отремонтируем. Нет. Это решение сугубо как бы ложится на хозяина. Я могу дать рекомендацию, которая ему прислушаться или не прислушаться. Здесь мы, естественно, на свои работы даем гарантии, поэтому в случае чего хозяин может к нам обратиться за гарантийным ремонтом или прочее. Ну, а на этом все, что я хотел вам сказать. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии.
всем всегда отвечу, всем всегда рад. Всем всего хорошего, пока-пока.